Дорогие друзья, всем доброй ночи. Итак, перед вами вот эта вот симпатичная бабулька, ведьма, ближе к нашей культуре, такая маленькая баба-ёжка, потому как западные ведьмы чаще всего изображаются с этой остроконечной шапочкой, немножко по-другому. У них, в принципе, сейчас покажу для сравнения. Вот эта бабулька, которая иногда просто там начинает качаться. Действительно, реально нечто начинает качать ее в разные стороны. Хотя дома жарко, окна закрыты, но бывает. Вот это более образ западных ведьм. А наши бабульки, ведьмочки, да, бабки, которые шептуньи, колдуньи, чародейницы, они в основном именно таким образом изображались. Такие веселенькие, краснощекие бабушки. Бабка-колдунница. Наверняка кто-нибудь уже слышал такое название бабка-колдунница. Это из равнинной магии, из славянской магии. Встречается несколько версий бабки-колдунницы, но в основном это начитывали ведьмы. Начитывали для того, чтобы для себя как бы забрать удачу, забрать себе, скажем так, удачное колдовство той самой бабки-колдунницы, которую призывали. В бабке-колдуннице соединяются все образы русских ведьм. Именно русских ведьм, поскольку это славянская магия. А если уж точно русская магия, в русской магии в основном, да, в русском фольклоре это бабка. Шептунья, колдунница. Вот образ русских ведьм. Вот, например, вот той ведьмы. Ее тоже можно назвать бабка-колдунница. Скажем так, Пелагея. То есть вот автор назвала ее Пелагея, ведьма Пелагея. Была такая ведьма Пелагея как-нибудь, и о ней поговорим. И вот эта бабулька, шептунница. Образ, соединенный образ ведьм. Шептунь, знахарок, бабушек деревенских. И вот этот образ ведьм, то есть эгрегор ведьмин, дух ведьмы, который является покровителем всех колдуней, шептуней, всех знахарок. Вот ее призывали ведьмы для того, чтобы у них была удача. По-разному призывали. Через зеркало призывали, через кольцо, через воду, по-всякому. Со всех стихий могли призвать эту ведьму. Вот много вариаций этой бабки-колдунницы. У меня есть такой вариант бабки-колдунницы, я дарила. Но сейчас хочу подарить немножко другой вариант, который более приспособлен к обычному человеку, для обычного человека, и который не опасен для обычных людей, вызов этой бабки-колдунницы. Почему он не опасен, имею в виду? Поскольку дух ведьмы, соединенный эгрегор ведьмы, могли вызвать только ведьмы. Им это разрешалось. Но немного, скажем так, воссоздав образ той самой бабки-колдунницы, но уже по-другому, в другом контексте, для того, чтобы она, ну, если так грубо говорить, как бы вы пошли к ней за помощью в то же самое село, где она, скажем так, является шептуньей. Пошли к ней в это село, чтобы попросить ее помощи, ее благословения для своих дел. Она может прошептать, она может навести чары, она может вам помочь в ваших финансовых трудностях, да? Вот точно так же в этом заговоре. В этом заговоре вы являетесь обычным человеком, который приходит к ведьме, к шептуне, к бабушке деревенской для того, чтобы попросить помощи в своих финансовых делах, трудностях точнее. Далее, что здесь примечательно?
Здесь слово «клиенты» произносится. Я недавно вам подарила 4 менялы. Работает замечательно, и все хвалят, все благодарны. Дорогие друзья, для чего я вам дарю? Чтобы ваша жизнь изменилась. Я помогаю вам всем, как могу. Вот на все случаи жизни я вам дала рабочие ритуалы. Еще раз говорю, ритуалов в мире миллионы. Я не первая и не последняя, у кого есть ритуалы. Даже свои ритуалы, не обязательно собранные, да, со всех народов. Но они работают на личной силе. То есть, если человек одаренный, если она ведьма, если она чародейница, если она знахарка, у нее получится. Как говорят, у мастера и палка выстрелит. Но если это обычный человек, у нее ничего не получится. Она не сможет ничего сделать. Может, наоборот, и испортить. Поэтому я подарила вам и дарю те ритуалы, которые работают, даже если у вас нет совершенно никакой силы. Даже если вы уставший, разбитый, разочарованный в жизни человек. Неважно. Оно сработает, потому что там есть ключи. То есть, что такое ключ? Вот откройте мой видеоролик, видеолекцию «Ключ, замок, язык». Там очень замечательно объясняется составление ритуалов. Кстати, может быть, я еще раз выведу на сообщество, чтобы напомнить вам. Так вот, ключи. Определенные вещи, которые соединяются воедино и срабатывают. Вот время, когда надо провести, что надо говорить. Есть определенные слова-ключи в ритуале, о которых вы даже не знаете. И вот словосочетание некоторых там слов в ритуале могут привести к тому, что дверь откроется. Ключ, то есть это знание, то самое знание, которое вот как ключ поворачивается в замке и открывается дверь. Почему мои ритуалы хвалят и благодарят? Потому что люди, которые совершенно далеки от магии, даже скептики, даже люди, которые вообще не особо-то и верят в это все, они ради интереса взяли, сделали в отчаянный момент своей жизни. И у них получилось. Теперь я хочу вам объяснить, что ритуалы для купцов, для торговцев, вот здесь слова «клиенты» употребляются. Покупатели, клиенты, они покупают товар. Такие ритуалы можно провести всем на самом деле. Не только тем, кто продает что-либо. Кстати, здесь продажа может быть и сайтов, то есть продажа, чего угодно. Может быть, вы фотографии красиво делаете, может, тексты набирать. Вы все продаете, вы продаете свой товар, вы отдаете свой труд. То есть это тоже ваш товар. Услуги какие-то оказываете, может, там дизайнерские и прочее, да? Но и те люди, которые в творчестве. Те, которые выступают на сценах, те, которые, может быть, поют, танцуют, неважно. Работают тамадой, да как угодно. Это тоже товар, вы это тоже продаете. Как бы мы ни говорили, все, что мы в этот мир отдаем, и за это получаем деньги, это товар, с одной стороны. Правда, в некоторых случаях, например, не всегда клиент прав. В моих случаях, например, у меня нет клиентов именно по той причине, что у ведьм никогда не было клиентов. Здесь нет клиент и, знаете, исполнитель и тот, который обязан делать. Это помощь. Если я берусь, я хозяин положения, я решаю, как надо делать. Здесь никто мне не указ. Поэтому здесь нету клиента и начальника, и хозяина, и подчиненного отношения. Здесь помощь. Поэтому у ведьм нет клиентов. Поэтому если люди, занимающиеся магией, будут читать, они должны говорить люди, а не клиенты. Но это другой вопрос. У них и так очень много всяких там заговоров для себя подходящих, которые можно читать. Вот этот заговор тоже очень сильный. Один из вариаций к бабке-колдуннице, естественно, мой. Естественно, полностью мой. Хочу объяснить, что в магии есть общие термины, есть общие слова, которые используются для всех. Ключ, замок, язык. Спиридон, солнцеворот тот же, да. Бабка-колдунница. Да много. Кот черный и прочее, прочее. То есть это термины, которые используются в магии у многих колдунов, ведьм и во многих заговорах. Другой вопрос, чей вариант сильнее?
И они отличаются, они заметно отличаются. Просто некоторые термины взяты оттуда, и не более того. У каждого свой вариант. Вот это мой вариант бабки-колдуницы для вас. Для того, чтобы у вас было столько клиентов, покупателей и прочие заказчиков ваших работ, чтобы у вас времени не было на себя. Я хочу почитать пару, значит, комментариев, которые я сохраняю вместе с голосовыми, потом выставлю. Хочу, чтобы вы услышали, как действуют те ритуалы, которые буквально недавно я вам подарила. Итак, показываю вам. Итак, 4 менялы. Светлана Горяинова. По-моему, показывала, но не помню. Сейчас еще раз покажу, не страшно. Здравствуйте, уважаемая Инга. Сегодня утром увидела ваш ритуал. Быстренько переписала, пошла на работу. Прочитала в примерочной. И, уважаемая наша Инга, нам с продавцом даже присесть было некогда. Недельная выручка за один день. Я в шоке. Не перестающая удивляться силе ваших ритуалов. Блин, я счастлива, что встретила вас, что вы мозги вправили. Здоровья вам, любимая, уважаемая наша Инга. Азарт такой появился. Ох, спасибо вам большое. И я ей заметила, говорю, и заметьте, такой момент кризиса, когда люди все экономят, на себе экономят, только на продукты, да, тратят. И вот такая выручка о чем-то говорит. Дальше Виктория Бугри пишет вот. Уважаемая Инга и Яна, сегодня первый раз попробовала торговый ритуал о 4 менялах. Была сражена на подвал. Неправильно, ладно, это опечатка. На повал. Все сразу изменилось, повалили покупатели, несмотря на дождь. Вы чудо, вы всегда со мной утром, днем и ночью. Сердечно вас благодарю за то, что вы с нами. И я рада, что вы цените мой труд. Друзья мои, так. Я же вас больше не прошу, просто благодарность и уважение. Больше мне не надо. Остальное это уже ваше желание и решение. Я всегда, как там говорят, делаешь добро, скажи спасибо, что хоть не убили. Опять 4 менялы, да? Дольче Вита, вот пишет девушка с этим ником. А я начала на работе по утрам читать этот заговор. Никому об этом не рассказывала. Вчера клиентов было столько, что с напарницей весь день не разгибались. А директор говорит: девочки, откуда столько клиентов? Вы что, рекламу где-то дали? Я очень долго смеялась. Благодарю вас, Инга, от всей души за такую нужную помощь всем людям, которые честно и добросовестно работают. Благодаря вашей помощи все получается. Я вот для этого и хочу, чтобы хорошие люди все получали. Потому что, знаете, когда бывает иногда омерзительно на душе от всего, что происходит в мире, думаешь, да ну их к черту, бросить и жить для себя. Принимать людей, книги издавать и все. Кто это видит, ценит. Иногда бывают такие злостные такие состояния, когда ну просто больно от человеческого свинства, хамства. Потом думаешь, а кого я накажу? Я накажу хороших людей. Они просто лишатся помощи. А хорошим людям и так мало кто помогает. Хороших людей и так травят всю жизнь, да. По сути, из-за каких-то подонков я накажу хороших людей. Вот и все. И это меня всегда останавливает. И я говорю, нет, нельзя так. Мне надо помочь, я для хороших людей работаю. У меня папа говорил так, когда я выступала на сцене, я играла на сцене, я играла в его пьесах, и не только в его. Писала сценарии, очень много моих сценариев, КВНов много в школах брали мои эти сценарии. Я причем бесплатно писала. Мне было просто приятно. И он говорил, когда ты выходишь, не надо смотреть на всех и вся, каждому в лицо. Кто-то будет сидеть с ухмылкой, кто-то будет семечки жрать. Они будут пытаться тебя принизить, обнулить, потому что, ну, у людей такое внутреннее желание, внутренняя грязь. Посмотреть на тебя, да, сбить тебя с толку, чтобы ты стала посмешищем, ну, в общем, уничтожить тебя. Не смотри на них, на это хамло. Посмотри на человека, который восхищенно на тебя смотрит. И сыграй только для него. Вот никого нет, никто там не находится. Есть один человек, для которого ты играешь. И смотри на его одобрительное лицо и играй. И я так и делала. И в жизни точно так же. Я ориентируюсь на хороших людей, на достойных людей, на их благодарные улыбки, на действительно благодарные моменты, когда ты понимаешь, что ты буквально спасаешь судьбы своей работой.
И это дает тебе силы идти дальше. Поверьте мне, я не одна такая, кто устает от людей, кто больше не хочет ничего делать. Ну, не скажу, что не хочу, но омерзительные моменты бывают в жизни. Редко бывает, не скажу, что это у слабых так вечно. Ой, ничего не хочу, ничего не надо. Просто иногда бывает, устаю смертельно и думаешь, вот я так устаю, делаю, а вот скажут завтра спасибо. Ну, хотя бы спасибо. Потому что иногда, знаете, вот когда людям, которым ты делала не просто добро, вытаскивала из того света, когда ты читаешь иногда такие ненавистью полные комментарии, думаешь, а смысл вообще помогать? Но с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, нельзя из-за таких наказывать хороших людей. Один момент расскажу и перейдем к делу. Ростроповича обидели когда-то в России, что-то там сказали, и он поклялся, что больше в России играть не будет. Он до конца своей жизни так и сдержал свою клятву. Все сцены его умоляли, просили, во все страны ездил, а в России не играл. И вот одна из ведущих, как его зовут-то, ой, писательница, не помню сейчас имя, Толстая, по-моему, у нее фамилия, она сказала, Галине Вишневской сказала: Галина Павловна, а вы не считаете, что Ростропович вот наказал меня? Вот я, например, не услышу его в России из-за какого-то подонка. Он меня наказал, а не его. Ему-то какая разница? Он сказал свое, добился своей цели и идет дальше, радуется, что вот он смог задеть великого человека, да, и все зрители России больше его не услышат. Он, по сути, пошел у него на поводу, сделал то, что он как раз хотел, спровоцировал в нем гнев, зная, что он такой человек обидчивый. И все, и говорит, и наказал Ростропович меня и миллионы таких, как я, но не его. Вот то же самое. Не хочу наказывать хорошего человека из-за подлых людей. Итак, что надо делать, друзья мои? Это точно так же очень сильная работа, и некая сила колдовская будет гнать к вам огромное количество клиентов. Только хочу вам сказать, значит, после того, как у вас весь день народ, там звонки отовсюду, заказы, не знаю, если у вас магазин, все что угодно, у вас народу будет тьма. К концу дня налейте рюмку водки и сладости какие-нибудь. Откройте там конфеты, разверните и поставьте на подоконник на всю ночь. Утром это все можете выкинуть, водку вылить. Не забывайте благодарить ее каждый раз. Она не будет наказывать, она ничего не сделает такого, если вы забудете. Это не страшно, но желательно благодарить. Чем больше вы будете благодарить духов, ведь там особо же ничего у вас не просят, да, там рюмку водки и сладости всего лишь. Чтобы сущность питалась этой энергией алкоголя и сладкого, потому что сущности, они питаются молекулами, ароматами еды, в отличие от нас. Именно поэтому и оставляют на кладбище эти продукты. Никогда не задумывались. Они их, вытягивают этот вкус. Вот нельзя особо, в принципе, но вот попробуйте хоть раз. Положите конфету, например, вот возле фортуны. На утро кусочек так отломите, съешьте. Он будет абсолютно безвкусный. Он обнуленный продукт. Понимаете? Вот его вытаскивает эту энергию. Всего-то там. Если она очень сильно вам поможет, возьмите отдельную маленькую шкатулку, положите туда бусы какие-нибудь, например, красивые бусы, коралловые, какие-нибудь такие безделушки можно, камушки, монеты. Поставьте ей куда-нибудь как благодарность ей, как подарок этой бабке за то, что она вам помогает. Подружитесь с этим духом, и вы увидите, что у вас дела пойдут в гору. Помните, я вам рассказывала, что во Франции, если я не ошибаюсь, или в Испании, сейчас точно не помню, когда хозяин огромного конезавода, который разбогател и выращивал вот этих красивых арабских скакунов, орловских, рысаков и так далее, и у них слава была великая. И он перед смертью сыну сказал, что есть дух, который живет, значит, в конюшне, показал место, где там сундук, где сладости все время он оставлял ему, благодарил, там мелочь оставлял. И он сказал, всегда почитай этот дух, он помогает нашему роду.
Сын сделал вид, что понял, но когда отец умер, он все приказал убрать, сказал, что это все суеверие, ерунда, и нечего тут верить. И он разорился за несколько лет. Кони начали чахнуть, умирать, он просто разорился. И когда уже в отчаянии пришел, заплакал, обновил это все, поставил этот сундук, принес какие-то безделушки, монеты оставил и попросил прощения. И за 2 года он встал на ноги и опять вернул свое состояние. Не относитесь к этим силам легкомысленно. Неважно, как их называют, бабка ли, там, домовенок ли, домовой, хранитель, банщик. Они сильные духи, они миллион раз сильнее человека. Это в мире духов они занимают такую нищую иерархию, да, как хранители, то есть они не как боги, но они сильнее, значительно сильнее человека. Они могут как помочь человеку, так и уничтожить. Друзья мои, я дружу со своими домовыми, где бы я ни жила, ни находилась. Того домового сюда еще не привела, потому что оставила там. Я еще подумаю, может его перевести в другое место, а может сюда, потому что здесь уже есть. Они дерутся, когда человек переезжает в новый дом со своим домовым, и там тоже есть домовой. Знаете, как они дерутся? Нужно просить прежнего хозяина забрать или самого выгнать кого-нибудь из них. Это серьезные вещи. Так вот, я со своими домовыми дружу, и у меня в доме никогда ничего не протекает, не ломается, не рушится. Вот за много лет, наверное, 2-3 раза у меня стакан просто лопался, то ли кипяток наливала, то ли я неосторожно просто схватила, и он упал, разбился. Все в целостности, в сохранности. Прям вот за всем этим следит. Понимаете, это сила. А есть люди, у которых вечно то лампочки, то люстра падает, то канализация там забилась, то еще что-нибудь. То есть устают они и не понимают, почему так происходит. Да потому что вы ни во что не ставите духов своего дома. Вот они вам мстят. Почему они должны вам помогать, если вы их не уважаете? Согласны со мной? Вспомните мультик «Домовой». Там тоже недвусмысленно. Когда хозяйка сказала, нет никаких домовых, и он начал, значит, все это раскидывать. А когда она стих написала, мой домовой, мой повелитель, и он начал кота гнать, мол, мы с хозяйкой ночи не спим, стихи сочиням, а ты тут сливки лакать. Брысь отсюда. И какая, говорит, она умница, и какие же стихи пишет, начал латать это все обратно. Запомните, это не просто так, это издревле идет. К духам должно быть уважение. Тебе дает эта бабка клиентов, отправляет, отблагодари обязательно. Итак, опять же, становитесь посреди комнаты где-нибудь в уборных и так далее, нельзя читать. Там энергия совершенно иная. Ну вот, например, там на работе вот человек говорит, что она читала в примерочной. Вы можете дома читать. Вы можете там на работе где-нибудь, где вы переодеваетесь, встать, почитать. Опять поворачиваясь на все 4 стороны света, по одному разу прочитайте. И вы увидите, что произойдет весь день. У вас телефон просто не остановится. У вас там столько народу. У вас каждые 2 минуты будет кто-нибудь заходить, что-нибудь обязательно покупать. И вы просто будете в шоке. А где же эти люди были столько времени? Я вам еще раз говорю, как работают духи. Они внушают людям, иди купи, там это надо. Ты же подарок хотела недавно, говорила, что хочешь. Ну вот, а что тянуть? Вон, смотри, какие красивые вещи. И недорого же. Понимаете? Вот, человек идет и покупает. Заметьте, есть 2 магазина. В одном замечательный товар, во втором так себе. Вот где так себе сутками покупает, а она говорит, я не могу понять, я привожу такие интересные вещи, эксклюзивные, недорогие, почему ко мне не приходят? Да потому что та, которая там торгует, знает нечто и призывает, понимаете? Вообще в торговых центрах Москвы, мне кажется, все меня смотрят. Как я прохожу куда-нибудь, ой, здравствуйте, а вы вот, мы ваш канал смотрим. Я думаю, вот поэтому хорошо и торгуете. Да, правда. Но я стараюсь обходить, когда один раз меня узнали, потому что мне неудобно. Мне все время подарки хотят подарить. Я не люблю так. Чтобы не было ощущения, как будто я специально прохожу. У меня такого характера не было никогда. Итак. Начнем. Пойду я на колдовской перекресток. Посреди перекрестка встану, книгу магии достану,
Созову да призову колдуницу бабку. Бабка-колдуница, чародейница, жрица, ты по земле смело ходила, да свое колдовское дело вершила. Ела, пила или пила, радовалась, деньги со всех собирала, злато в казне запирала. Даруй мне, бабка, свою удачу. Злато, серебро, деньги в придачу. Гони ко мне сотни клиентов, покупателей моего товара. Пусть явятся с дарами и поклоном, да с толстыми кошельками. Мой товар разбирают, втридорого покупают. Меня хвалят да благословляют. С 4 сторон света, через 4 дороги, пеших и конных, направь ко мне с деньгами да с дарами, чтобы я не успевала деньги считать, чтобы деньгам счет потеряла. Гони, бабка, клиентов ко мне деньги и уважение. Поклон и подношение. Тебе поклон и подношение, извиняюсь. Ключ, замок, язык, заклято. Немного усталость сказывается, поэтому еще раз читаем. Вот почитали на одну сторону, повернулись, на вторую сторону прочитали. Ничего не надо, просто текст берете и читайте. Можете, некоторые скажут, с телефона, ну когда будет текст, можно из телефона, но лучше всегда переписывать и читать от руки или с книги. Тогда вы лучше концентрируетесь. Экран, он сбивает эту энергию, понимаете? Пойду я на колдовской перекресток. Посреди перекрестка встану, книгу магии достану, созову да призову колдуницу бабку. Бабка-колдуница, чародейница, жрица, ты по земле смело ходила, да свое колдовское дело вершила. Ела, пила, радовалась, деньги со всех собирала, злато в казне запирала. Даруй мне, бабка, свою удачу. Злато, серебро, деньги в придачу. Гони ко мне сотни клиентов, покупателей моего товара. Пусть явятся с дарами, с поклоном, да с толстыми кошельками. Мой товар разбирают, втридорого покупают. Меня хвалят да благословляют. С 4 сторон света, через 4 дороги, пеших и конных, направь ко мне с деньгами да с дарами, чтобы я не успевала деньги считать, чтобы деньгам счет потеряла. Гони, бабка, клиентов ко мне деньги и уважение, тебе поклон и подношение, ключ, замок, язык, заклято. Если на работе не можете ей подношение, можете дома поставить. Благодарить своими словами. Спасибо тебе большое, что ты мне столько помогла выручку сделать. И поставить на подоконник. Утром просто вылить, и все. Потому что это все уже будет выпито. Не надо ждать, пока спиртное испарится. В этом случае надо вылить. Пойду я на колдовской перекресток. Посреди перекрестка встану, книгу магии достану, созову да призову колдуницу бабку. Бабка-колдуница, чародейница, жрица, ты по земле смело ходила, да свое колдовское дело вершила. Ела, пила, радовалась, деньги со всех собирала, злато в казне запирала. Даруй мне, бабка, свою удачу, злато, серебро, деньги в придачу. Гони ко мне сотни клиентов, покупателей моего товара. Пусть явятся с дарами, с поклоном, да с толстыми кошельками. Мой товар разбирают, втридорого покупают, меня хвалят да благословляют. С 4 сторон света, через 4 дороги, пеших и конных, направь ко мне с деньгами да с дарами, чтобы я не успевала деньги считать, чтобы деньгам счет потеряла. Гони, бабка, клиентов ко мне деньги и уважение, тебе поклон и подношение, ключ, замок, язык, заклято. Уж не помню, 3 раз читаю, давайте еще раз прочитаю. Пойду я на колдовской перекресток, посреди перекрестка встану, книгу магии достану, созову да призову колдуницу бабку. Бабка-колдуница, чародейница, жрица, ты по земле смело ходила, да свое колдовское дело вершила. Ела, пила, радовалась, деньги со всех собирала, злато в казне запирала. Даруй мне, бабка, свою удачу. Злато, серебро, деньги в придачу. Гони ко мне сотни клиентов, покупателей моего товара. Пусть явятся с дарами, с поклоном да с толстыми кошельками. Мой товар разбирают, втридорого покупают, меня хвалят да благословляют. С 4 сторон света, через 4 дороги, пеших и конных, направь ко мне. С деньгами да с дарами, чтобы я не успевала деньги считать, чтобы я деньгам счет потеряла. Гони, бабка, клиентов ко мне деньги и уважение, тебе поклон и подношение, ключ, замок, язык, заклято. И что будет потом? Естественно, пишите, будем рады.
прочитайте. Ну, напишите. Знаете, почему я уверена? Потому что у людей такой шок и радость, что они не могут это скрыть. Они хотят с кем-то поделиться. Хотят поделиться, чтобы все люди для себя старались. Ритуалы получаются у тех, кто их делает. Вот и все. Я всегда делаю акцент на положительную сторону. Положительное слово. Кто делает, у того получается. Обратно не буду говорить, сами поняли, да? Кто не делает, не получается ничего. Но получается у кого? У того, кто делает. Всем удачи и всех благ.